Одиночество или свобода? Так что же чувствует человек, отправляясь в соло-путешествие? В последние годы этот формат стал очень популярным, и вот я решила тоже попробовать. Поэтому в ближайшие 3 дня мы с вами проведем в Тбилиси, городе, который сам по себе уже предмет искусства. Сразу скажу, что это будет нетипичный туристический влог. Я не стану рассказывать про известные достопримечательности, об этом и так уже много видео на YouTube. Я приехала сюда, чтобы заглянуть в роскошные парадные внутри былых особняков, найти секретные магазины, побродить по тем самым тбилисским улочкам и поторговаться на блошиных рынках. Но главное, я хочу понять, как это – путешествовать в одиночку. Если вам такое по душе, друзья, ставьте лайк. Будет круто, если вы подпишетесь на канал. И поехали! Привет, друзья! Меня зовут Марина. В прошлый раз мы с вами гуляли, искали интересное на выставке современного искусства Art Moscow. Сегодня мы с вами пойдем искать интересное внутри большого города. Сегодня по плану, во-первых, отыскать красивые бокалы и что-нибудь древнепрекрасное на блошином рынке. Во-вторых, покажу вам самый лучший магазин грузинского вина. Это не реклама ни разу, просто мир должен знать. Ну и по пути заглянем в парочку фотогеничных парадных и в один секретный дворик. А вечером, хотя знаете, не буду я сразу выдавать вам все секретики, но обещаю, что будет очень красиво. Это мой 3-й раз в Тбилиси, и я уже знакома с районами, улочками и чувствую себя здесь немного увереннее. Но все равно, знаете, когда ты один, поначалу есть какая-то неловкость, что новое место, и я в нем одна, и никто со мной не разговаривает, и что все решения, вообще все, зависят только от меня. Куда пойти? Где поесть, что посмотреть. Знаете, когда ты всю жизнь путешествуешь с кем-то, то вот это вот все очень непривычно. Я это чувство легкой тревожности тоже поймала сначала, но дальше в какой-то момент ты как будто привыкаешь, и вот эта неловкость сменяется любопытством. Хочется фоткать все вокруг, смотреть внимательнее, разглядывать детали, людей. И вот эта тревожность, которая была сначала, она просто куда-то улетучивается. Так, ну что, карабкаемся в гору, нам с вами на эту улицу. Ресторан Пасанаури. Это сеть. Здесь очень вкусные хинкали. Кстати, по очень даже доступным ценам. Ну, в принципе, они тут везде такие, но вот здесь прям супер вкусно. Посмотрите. Друзья, если вы были в Тбилиси, поделитесь вашими любимыми местами в комментариях. Я буду дополнять ими карту с отметками. Ее вы найдете в описании. А еще буду рада ответить на ваши вопросы о путешествии в Тбилиси. В общем, приглашаю вас поболтать под видео. Знаете, я отметила себе несколько парадных, но пока я иду до одной, я уже нашла еще штуки 3, мне кажется. Посмотрите на это. С вами приближаемся к точке нужной. Сейчас я перейду в очередной раз дорогу. Ага, идем. Боже мой, что я вижу, смотрите. Она уже отцвела, я забыла, скажите мне, глициния или что, или как, или это сирень, просто как она называется, как красиво. Так, ну все, я проверила, нашла, вот оно. С якобы домофоном, на самом деле ничего здесь не работает. Ну не ничего, этот конкретно. Открываем.
Это парадная в бывшем доходном доме 1903 года на улице Грибоедова. Здание выполнено в стиле модерн. Здесь также сохранилась роскошная мраморная лестница и отделка стен. Посмотрите. Google говорит, что в доме сохранился еще винный погреб, так как владел этим домом винодел и меценат Максим Ананов. Вроде как в этом доме сдаются квартиры на Airbnb, так что можно даже пожить в таком вот антураже. Друзья, оставляю точку на карте Google Maps, там же вы найдете и все остальные локации из этого видео, даже те, которые не покажу, все равно отметила, где поесть и все остальное. Ссылка будет в описании, так что тоже приезжайте и делайте красивые фото. Закроем за собой. И я, заходя в такие парадные, каждый раз думаю, что сейчас выйдет какая-нибудь тетюшка Нино и надает мне по рыхлой попке грузинской скалкой. Так, а теперь у нас рубрика «Приятная неожиданность». Спустилась я по лестнице к следующей точке на карте, оборачиваюсь и вижу, что это та самая мозаичная лестница, которую я себе насохраняла в рилсах, но не отметила в маршруте. Ступени здесь выложены плиткой с грузинскими орнаментами ручной работы. И сразу про жирный такой минус соло-путешествий: тебя некому фоткать. Я еще умудрилась забыть штатив. И, в общем, фоток на этой лестнице у меня нет. Есть только фото самой лестницы. В общем, не будьте как я, не забывайте брать с собой штатив в соло-путешествие. Нужно ли говорить, что для прогулок по Тбилиси, конечно же, нужна удобная обувь. Забудьте вообще про туфли, если вы не собираетесь ходить только по главной одной улице. Здесь нужно реально что-то удобное и не новое, чтобы не натереть мозоли. Потому что карабкаться тут придется. Ого-го, сколько. Ну вот, я, кажется, пришла нам с вами вот туда. Там какой-то очень красивый должен быть дворик. Это тот самый секретный тбилисский дворик, про который я вам говорила. Арт-локация расположена в старом жилом доме недалеко от метро Площадь Свободы. Все это сделал художник, который живет в этом же дворе. И здесь, конечно, можно наделать кучу атмосферных фоток, видео, но важно помнить, что это жилой дом, тут живут люди, и лучше, конечно, соблюдать тишину. Я пробыла тут недолго, сделала пару фоток. Вообще странные ощущения, вроде хочется постоять и поразглядывать, но как-то стыдно, что ли, не знаю, смущать жильцов, как будто, знаете, ты без приглашения зашел в чужой дом. В общем, пробыла недолго, но заглянуть рекомендую. Иду я и думаю о том, что соло-путешествие – это какая-то просто мега-мобильность. Особенно в сравнении с семейными путешествиями. Ты в любой момент можешь свернуть куда хочешь, зайти куда не планировал. Ведь когда ты в поездке с кем-то, то все равно приходится считаться с планами других. А здесь нет. Хочу направо пойду, хочу налево пойду, хочу халву ем, хочу пряники. Я не очень люблю подстраиваться, и для меня, честно, это, конечно, жирный такой плюс соло-путешествиям. Мы с вами пришли на сухой мост. Почему сухой мост называется сухим? Спросила я сейчас в чат GPT. А он поржал надо мной и сказал: Марина, потому что под мостом не течет вода. Поэтому этот мост называется сухим. Вот так. Вообще здесь текла, как я поняла, ответвление реки Кура или Кура. Вот, но со временем оно было осушено. И именно поэтому под мостом изначально, а теперь и здесь, на самом мосту, раскинулся блошиный рынок. Барахолка появилась здесь еще в 90-х. Грузия тогда стала независимой.
А жизнь народа непростой, поэтому многие жители приходили на мост, чтобы выручить за свое добро хотя бы какие-то деньги. Так вот, традиция и прижилась. Рынок работает каждый день, приходить сюда нужно только с наличными и, конечно, можно торговаться, рынок это любит. А еще секретик, чем ближе к концу дня, тем проще получить скидку. Ну а найти здесь можно и антиквариат, и посуду, и украшения, и предметы быта, и все что угодно. Классное место, чтобы подыскать необычные сувениры из грузинской, а не из китайской Грузии. Друзья, поздно увидела, что на рынке Самгори цены вообще-то в 2-3 раза ниже, и в следующий раз поеду сначала туда. Точку тоже отметила на карте. Делюсь. Так, что мы ищем? Мне бы очень хотелось найти часики красивые себе, новые, какие-нибудь винтажные. Мне бы очень хотелось найти красивые бокалы из цветного стекла. Не рюмочки, как здесь, а именно бокалы. Так. Очень хочется найти колечки. Что вот у меня вот так вот есть, но мне хочется чего-нибудь с историей. И не знаю, что-нибудь прям интересненькое, украшения хочется какие-нибудь потаскать. Здесь очень много современных вот таких, это мне не интересно. Это у вас 5 ампер, да. Вот вам 10. Да. Да. Еще нет у тебя? Надежно. Так, друзья, вставка видео из дома. Вот такие вот, слышите, как звенят красиво. Вот такие бокалы в итоге я купила только. Часы не нашла. Точнее, нашла одни, но мне они были малы. Вот, колечки тоже не нашла. И купила еще вот такую баночку. Сейчас. Чтобы красиво хранить в ней всякие витаминки и таблеточки, знаете ли. Вот так на столе. Чтобы не в заводских банках пластиковых некрасивых, а вот так вот было все симпатично. Вот такая вот склеечка. Хоп-хоп, чудеса монтажа. Возвращаемся назад в Тбилиси. На этом наши поиски старья не окончены, и мы идем в небольшую, но уютную лавку бэушной утвари, про которую знают только местные и только самые продвинутые туристы. Здесь кто-то ищет буфет, кто-то табуретку, кто-то вазу из цветного стекла. 2 этажа разной посуды за копейки. Если вы такое любите, очень рекомендую заглянуть. Ну а теперь, друзья, главная точка нашего сегодняшнего путешествия. Неподалеку в этом же районе находится мой любимый магазин грузинского вина. Самую первую поездку гид, с которым мы ходили по городу, рассказал про эту локацию. И с тех пор, вот уже 3-й приезд, это обязательная точка нашего посещения. На 2-м этаже находится винная галерея. Здесь все вина продаются в стекле. А мы с вами спустимся в погреб, где стоят большие бочки с винами, рояль, потому что иногда здесь проходят музыкальные вечера. И вообще очень-очень атмосферно. Консультанты все рассказали на русском. За 3 поездки в Тбилиси мы попробовали, наверное, все вина здесь. И все были вкусные.
Литр, сейчас будет сложно, ркацетели стоит 10 лари, это меньше 300 рублей. Ну все, я взяла 3 бутылки, у меня вышло вот почти 37 лари. Больше я не увезу, чемодан у меня в этот раз размера М или С, не помню, короче, небольшой. Вот. Одну планирую открыть сейчас. Отвезла все покупки в отель. Ездила я, кстати, на Яндекс.Такси. Оно по городу стоит 100-200 рублей. Можно платить наличными. И скорее побежала на следующую точку своего путешествия. Мы с вами пришли на нижнюю станцию фуникулера до парка Мтацминда. Находится она прямо рядом со станцией метро Руставели. Сейчас поедем высоко-высоко в горы. Мтацминда – это парк развлечений на горе в центре города, и добраться сюда можно сразу несколькими способами – и на такси, и на фуникулере, как я на фуникулере. Но приехала я сюда, конечно, не ради кафешек и каруселей, а ради вот этого вида. Сами посмотрите. Это был, наверное, самый счастливый момент моего путешествия. Я смотрела на город и думала о том, что можно получить, если выйти за рамки устоявшихся норм. Я о том, что путешествовать в одиночку многим кажется странным, непривычным, не совсем даже нормальным. И вот разрешить себе такое нестандартное путешествие оказывается не так-то просто, как кажется. И начинаешь думать, а что скажут, а как муж, семья, дети, собака, кот, а как я вообще справлюсь одна. И вот сейчас я стою здесь, и, если честно, я просто невероятно горжусь собой. Я очень желаю и вам, друзья, испытать то же самое. Ребята, сегодня едем на лифте. Сегодня бегу по парадным, новым, в старом городе. Потом хочу забежать на дезертирку все-таки, купить сыр и по винтажкам, в которых еще не была. Планов много, мы должны все успеть. Побежали. Ну что, ребята, ветер мне тут делает небольшую укладку. 3-й день. Полет прекрасный. И очень важный совет, который вот нарисовался к 3-му дню, это заранее позаботиться о своих активностях в путешествии, чтобы вы знали, что у вас зачем, куда вы идете, и особенно уделить внимание вечерам. Потому что под вечер силы многих, ну не многих, а всех, это всегда и везде происходит, силы покидают, в голову приходят грустные разные мысли. И вот тогда-то как раз мысли о грусти и об одиночестве могут пошатать гораздо сильнее, чем они могли бы добраться до вас. Какая красота! Чем они могли бы добраться до вас утром или днем. Пришли с вами в первую парадную, я узнала вот этот мурал. Дом братьев Сейлановых на улице Галактиона Табидзе был построен в 1911 году и некогда принадлежал семье фабрикантов Сейлановых, разбогатевших на табачном бизнесе. Роспись на первом этаже – это работа художника Бенедикта Теленгатера. На картинах азиатский пейзаж, Флоренция, Африка, Америка, Россия. Весь мир на стенах одного подъезда. Жильцы дома когда-то хотели сохранить эту роспись и покрыли ее лаком, но от этого стены только потемнели. Потом тут еще пожар был, и сейчас все рисунки – это уже восстановленная версия. Ой, вы готовы, дети?
Это законно такое? Лестница какая, смотрите, боже мой. Ну что, прощаемся с первой. Ты была прекрасна. Это одна из самых посещаемых парадных города. Еще раз братья Сиелановы. I'm sorry. Пойдемте дальше. Впереди еще несколько просто очумительных. Господи, представляю, как живущих здесь достали мы, туристы несчастные. Ну что поделать, коли поселились в такой красоте. Делитесь, да? Указатель квартир, прям по-русски написано, смотрите. Про эту парадную я не нашла информацию, но все равно зашла, конечно же. Картин на стенах тут нет, или их закрасили в советское время, что вполне возможно. Лестница построена колодцем. Так строили до электричества, чтобы освещение было за счет дневного света. Друзья, мне тут очень понравилось, записала крутилку, так что давайте-ка скорее ставьте лайк, если вы до сих пор этого не сделали, и пойдем дальше. Еще одна парадная на этой улице, одна из тех, которые просто топ рекомендаций из запрещенной сети. Давайте смотреть. Снаружи она, конечно, в таком самом, мне кажется, обветшалом состоянии. Ой, мамочки, господи, как я испугалась. Это самое эпичное начало посещения такого места. Дом Акоповой. Принадлежал он жене купца и владелице, на секундочку, собственной лесопилки. И это в конце 19 века. Ребята, судя по счетчикам, тут живут люди все-таки. Представляете, тут живут люди еще. Ой, ну тут просто Silent Hill. Что тут с лестницей происходит? Посмотрите. Изначально дом был двухэтажным, а третий этаж был надстроен позднее, в 30-е годы. Это видно, потому что постройка выше уже сильно отличается. На что обратила внимание, да, тебя не прогоняет, хотя, может быть, это мне так повезло. Смотрите. Вот этот адрес и, в принципе, вся эта улица, по которой я вам сейчас показывала, парадная. Друзья, напоминаю, что все адреса я отмечу на Google картах и прикреплю в описании к этому видео. Я хочу найти сейчас парфюмерный магазин, а потом дальше пойти по парадным. О, кажется, нашла. Пойдемте. Этот магазин нашла в рекомендациях из Reels. Ароматы здесь создают по конкретным пейзажам и запахам Тбилиси. Горный воздух, сады, местная кухня. Это про то, чем пахнет этот город. Я попробовала несколько ароматов, на себя сразу пшикнула и на палочку. Очень интересные. Не знаю, нужно подумать сейчас. Я думаю, я еще пройдусь по парочке парадных и вернусь, если мне понравится вот за полчаса буквально запах на себе. Магазинчик просто невероятный. Смотрите. Слушайте, ну угар, конечно. Стою там, значит, на английском с ним. Рассказала, что мне нравится, что мне не нравится. Снимаю вам видео на русском. Выключаю, и молодой человек мне такой: я вообще и так тоже могу. Я говорю: господи,
Пытаешься тут хоть как-то английский практиковать. Не, оказывается, это наши русские ребята открыли этот магазинчик. Пришла к такому красивущему голубенькому балкончику. Мы с вами пришли в секретный книжный, который, судя по отзывам, обязательно нужно посетить в старом городе. А здесь, говорят, можно найти старые винтажные книги буквально за копейки. Пойдемте скорее смотреть. Ой, тут такой старый пол. Написано «Книги вот сюда». Пойдемте. Как вам такое? Всякие тут плакаты. Так, ну отсюда я обязана что-то увезти. Посмотрите, красота какая. Ну, Арван тут, пожалуйста. За 70 лари можно забрать. Так, я ушла с крокодилом 57-го года, друзья мои. Можете себе такое представить? Еще мне в подарок выдали 2 открыточки. Улов удался? Тут, друзья мои, я уже, конечно, подустала, но решила все-таки дойти в последнюю парадную и, честно скажу, не пожалела. По пути нашла классную сувенирную лавку с товарами местных мастеров. Здесь керамика, посуда, текстиль, украшения, сумки и много всякого не китайского, а именно с душой. Для тех, кто ищет необычные сувениры, рекомендую. В общем, они тут бесконечные, эти парадные. Что-то в более хорошем состоянии, что ли, что-то вот в таком состоянии. Как красиво. Мне больше другое понравилось. Просто почему бы и нет. Просто вот старое надгробие что-то стоит. Теперь веничек, он там даже еще. Двери, конечно, красивущие. Смотрите. Этот дом тоже был построен в конце 19 века. В 18 году тут находилось консульство Эстонии. Главное украшение этой парадной – это, конечно, кованая лестница в стиле барокко. Тут же сохранился и дореволюционный паркет, и роспись на потолке вестибюля. Посмотрите, какие узоры на лестнице. Там слышны голоса наверху. Слушайте, я стесняюсь идти, если честно, вот так к людям. Наверное, дальше не пойду, поснимаю отсюда. Друзья, здесь еще много парадных, в которые я не дошла. Их адреса тоже оставлю в картах. Ну а пока села выпить кофе в книжном кафе прямо напротив последней парадной. Надо ли говорить, друзья, как это было атмосферно? В общем, вы поняли, я бы просидела здесь очень долго, но у меня было совсем мало времени, пришлось вызвать такси и поехать дальше. Ребята, я вас привезла на дезертир. Самый известный продуктовый и винтажный рынок в Тбилиси. Пойдемте, я уже купила сыр сулугуни. И сейчас хочу дойти в винтажку, в которой была в прошлый раз. Пойдемте смотреть.
Весело тут, конечно, вообще. И вот здесь, прямо среди помидорчиков, чурчхелы, ну и всего остального, спряталось самое любимое место всех здешних модников. Друзья, я вас привезла в одну из самых модных и моих любимых винтажек города. Я очень люблю винтаж, люблю стилизовать его с современными вещами. И вся вот эта вот атмосфера старой квартиры, странных вещей, олдскульной музыки, я все это очень-очень люблю. Тем более, что такой шопинг поддерживает идею разумного потребления, а кто со мной давно, тот знает, как сильно я топлю за экологичный шопинг. Цены здесь выше, чем в секондах, но все равно невысокие. Вообще, если честно, я не понимаю возмущения по поводу цен в винтажках, я уже об этом говорила в других влогах. Здесь мы переплачиваем за хорошую выборку, то есть сюда приезжает не хлам, а уже отобранные классные вещи, которые привели в порядок, что-то подшили, что-то постирали, аккуратно развесили. К примеру, вот так выглядит шопинг в подвальных секондах, откуда эти вещи часто приезжают уже в винтажки. Так, ну а дальше контент не для слабонервных. Прямо напротив, в большом ангаре, есть рынок, где вперемешку навалены старые вещи и китайский ширпотреб. Сюда, конечно, добираются только самые отчаянные искатели винтажа, так что сами решайте. Слушайте, я, конечно, прошаренный пользователь винтажек, но даже для меня такое немножечко перебор. Вот, не знаю, вы как там? Я убежала. Я готова переплатить немного, но шопиться в винтажках, вот как я вам показала, дезертирка, к таким рынкам пока душа моя не готова. Отвезла барахлишко в отель, побежала есть хинкали, друзья. Я не показывала вам, где я вообще ела все эти дни, потому что влог и так получился большой. Но все кафешки отметила на картах тоже. И вот сюда особенно рекомендую заглянуть, потому что только тут готовят жареные хинкали. И надо ли говорить, друзья, насколько они божественные. Последний вечер пошла прогуляться по проспекту Руставели в сторону Ваки-парка. И знаете, вечером город такой же красивый. И чувствовала я себя, кстати, очень безопасно. Гуляла и думала о том, что такие путешествия как будто дают тебе вот это ощущение силы. Ты вдруг понимаешь, что оказаться одному в новом месте не так-то и страшно. И что вдруг у тебя все получается, и ты совсем справляешься. И никто тебя не украл. И это дает какой-то просто невероятный заряд уверенности в себе. Вот такой вот инсайт от меня напоследок, прости господи. И получается еще один жирный плюс соло-формату путешествий. Я уже очень устала, но шла по дороге мимо парка, с которым связано очень много теплых, нежных воспоминаний. Я просто поняла, что я себя не прощу, если я не зайду сюда хотя бы немножко. Этот парк уходит с горы вниз туда сильно-сильно на несколько уровней. И там в конце река. В общем, отметилась здесь тоже. Жаль, что все, уже времени совсем нет. Здесь посидеть и выпить винца, если так честно сказать. Хотелось бы. Красиво очень. А вы знаете, что я подумала? Что это отличное место, чтобы закончить это видео. Дорогие друзья, чем закончить этот влог? Один прекрасный человек и один из лучших блогеров-путешественников, на мой взгляд, однажды сказал: путешествуйте, оно по-прежнему того стоит. Я подписываюсь на все 100%, и даже если вы не можете уехать в другой город, в другую страну, начните, я не знаю, с другого района в своем городе, и начните с соседнего города. Не обязательно уезжать куда-то далеко, чтобы начать путешествовать и почувствовать себя наедине с собой в какой-то поездке. Попробуйте, это очень здорово, и я ни на секунду, ни в какой момент этих 3 дней не пожалела о том, что я поехала в это соло-путешествие.
Спасибо вам, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайк, конечно. Подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну или не подписывайтесь, как хотите. Пока-пока.